Добрый день! Вы на очень популярном техническом канале компании «АвтоСтронг». Помните, что у нас есть 100 тысяч запчастей, которые ждут вас на нашем складе, и у нас еще есть быстрая доставочка. Срочно кликаем по колокольчику и подписываемся на наш канал. А сегодня у нас мотор, которого многие ждали. Получайте 1.8 турбо от ВАГ. Бензиновые двигатели с 5 клапанами на цилиндр получили широкое распространение на автомобилях ВАГ в 1990-х годах. Базовыми являлись моторы 1.8 турбированные и атмосферные, которые дебютировали в 1994-1995 годах на Audi A4. Их разработали инженеры Audi, которые еще в 1988 году испытали 25-клапанный 5-цилиндровый 650-сильный 2.2 турбомотор на Audi 200 Quattro. Двигатели 1.8 турбо существуют в продольном и поперечном исполнении. Они очень схожи. Диаметр цилиндра у них 81 мм, ход поршня 86,4 мм и длина шатунов 144 мм. Блок у них чугунный, ГБЦ алюминиевый, и у всех 20-клапанных четверок в поперечном исполнении кованый коленчатый вал. Сегодня мы разбираем 1.8 турбо со Шкоды Octavia RS 2002 года с пробегом 200 тысяч километров. Этот двигатель относится ко второй фазе 20-клапанных четверок от ВАГ. Он оборудован электронной дроссельной заслонкой, датчиком давления воздуха, электронным блоком управления Bosch MI7.5 и катушками с индивидуальными коммутаторами. Говоря о надежности этих моторов, следует упомянуть, что они надежны и выносливы, и у них очень большой потенциал для тюнинга. Без особых вмешательств в ГБЦ и цилиндропоршневую группу можно снять с этого мотора 300 либо 350 лошадиных сил с серьезными вмешательствами от 500 до 700 лошадиных сил. А вообще стоковый 1.8 турбо с оригинальной прошивкой и турбиной развивает 245 лошадиных сил на Audi TT. По механике обычно проблем не возникает. Сложный 20-клапанный механизм системы газораспределения никаких проблем не создает. Этот двигатель может проехать и 500 тысяч километров, но его владельцу надо быть очень внимательным к сервису и обслуживанию. Механически этот двигатель надежен, но в нем также есть и косяки. Во впускной системе используется очень много соединений, патрубков и хомутов, и при малейшем подсосе воздуха двигатель перестает ехать. В таких случаях диагностика бессильна. Если все датчики в порядке, а подсос воздуха все-таки нарушает смесеобразование, то искать можно долго. Немало соединений, которые могут пропускать воздух, находятся на первом патрубке гусеницы, которая идет от расходомера к турбине. Также подсосы могут возникать в системе вентиляции бака. Может выходить из строя клапан N80 управляющей системой. Но, также из-за незакрытого герметично щупа либо не до конца закрытой масляной горловины может нарушаться работа двигателя. Если двигатель Audi, Volkswagen, Seat, Шкода 1.8 турбо не заводится либо работает с перебоями, то дело может быть в бензонасосе, который установлен в баке. Если бензонасос работает с перебоями, то это естественно сказывается на работе двигателя. Бензонасос для переднеприводных и полноприводных автомобилей отличается немножко. Все, можем приступать к разборке. Кстати, моторчик-то у нас не товарный, на 2 балла, поэтому он послужит хорошим учебно-методическим пособием. Итак, начинаем нашу разборочку. Двигатель 1.8 турбо оснащен системой вторичного воздуха. Она представляет собой электрический насос, подающий воздух в выпускной коллектор. Воздух подается в течение 1,5 минут после запуска двигателя. Свежий воздух в выпускном коллекторе запускает процесс догорания топлива, что и разогревает катализатор. То есть это чисто экологическая система, и при возникновении проблем с ней ее просто удаляют.
Дроссельная заслонка часто становится жертвой присутствия масла во впуске. Если работа заслонки нарушается, то обороты двигателя начинают плавать, появляются вибрации, увеличивается расход топлива. И тогда заслонка нуждается в чистке и адаптации. А вот так выглядят форсунки от двигателя 1.8 турбо от ВАГ. На заднем торце двигателя находится пластиковый тройник системы охлаждения. От старости фланец трескается и деформируется, начинается течь антифриза, и тогда весь тройник надо менять. Причина, по которой двигатель 1.8 турбо может не заводиться на холодную, кроется в датчике охлаждающей жидкости. Он может врать, что температура антифриза 80 градусов, и таким образом ЭБУ не подает достаточного заряда топлива для запуска. При замене этого датчика можно обнаружить антифриз в его разъеме. Эта течь устраняется путем замены вот этой вот прокладочки. Итак, настала пора познакомить вас с многочисленными клапанами этого двигателя. Вот это комбинированный клапан, вот это клапан байпас. Это, кстати, тот клапан, который пшикает при мощном разгоне, когда вы переключаете передачи. Это редукционный клапан системы вентиляции картерных газов. И вот этот тройник — это тоже клапан, который называется блидер и относится к системе вентиляции картера. Так а под крышкой же еще 20 клапанов. Как и на любом другом турбированном двигателе, система вентиляции картерных газов здесь сложная. Она двухконтурная. Блидер должен перекрывать поток газов во впускной коллектор, а грибок, редукционный клапан, должен регулировать их количество в зависимости от разряженности во впускном коллекторе. Вся эта система нужна для того, если говорить простым языком, чтобы турбокомпрессор не высосал все масло из картера. Если в грибке рвется мембрана, а в блидере она затвердевает, то нарушается работа системы вентиляции картерных газов. И тогда турбина засасывает не только картерные газы, но и пары масла, которые оседают во впуске и на пленке расходомера. Ну и как обычно, многие патрубки в системе вентиляции картерных газов загрязняются. Таким образом, система вентиляции ухудшается и повышается давление картерных газов. Патрубки надо чистить, а лучше их менять на новые. И из-за старости они трескаются, что вызывает подсос воздуха. А подсос воздуха у нас вызывает потерю мощности двигателя. Вот этот патрубок, находящийся рядом с блидером, рассыхается в первую очередь. Но у нас он очень даже эластичный. Кстати, конфигурации этих патрубков на поперечных и продольных моторах отличаются. Одним из вариантов домашнего тюнинга является замена клапана байпас на такой же клапан байпас с более мощного мотора. Таким образом, давление турбины возрастает и мотор прет лучше. На двигателях 1.8 турбо устанавливались турбокомпрессоры KKK. На версиях до 180 лошадиных сил ставилась турбина K03. На более мощных K04. Наша же турбина K03S, модифицированная, которая пошла с 2000 года. Она отличается от обычной K03 увеличенным диаметром ротора компрессора. И еще один вариант домашнего тюнинга. Дело в том, что турбины K03 и K03S взаимозаменяемые. У них одинаковые фланцы и другие подключения, то есть подключение масла и подключение антифриза. И K03S на чипе выдает больше мощности. Турбины надежные и ходят по 200 тысяч километров. На поперечных эти турбины ходят больше. На продольных двигателях они ходят меньше. И вот почему.
Есть косячок в конструкции вот этой маслоподающей трубки. Дело в том, что в продольных двигателях эта трубка проходит вблизи раскаленного выпускного коллектора. Соответственно, нагревается масло, нагревается трубка, масло коксуется, уменьшается сечение трубки и ухудшается смазка картриджа турбины. И турбина начинает работать на сухую. И как мы знаем, на сухую это плохо. Если турбина на продольном 1.8 турбо вышла из строя, то ее желательно менять с подающей и сливными трубками. В нашем случае трубки у нас в очень хорошем состоянии. Ну а производительностью турбины управляет соленоидный клапан N75. С помощью вакуумного актуатора он открывает перепускной клапан, через который выхлопные газы стравливаются во впуск, в обход турбины. Если возникают какие-то проблемы с этим клапаном, то он прекрасно диагностируется. Кроме того, фирменным софтом можно запустить процедуру его проверки. На двигателях 1.8 турбо после 2000 года используются катушки зажигания со встроенными коммутаторами, но ненадежные. По ним даже была отзывная кампания. Если выходит из строя одна катушка, то нагрузка на все остальные возрастает. И если мы поменяем просто одну катушку, то затем выйдут из строя все остальные. И так будет по кругу, пока мы не поменяем все разом. Знающие люди меняют эти катушки на более надежные. Например, сюда подходят катушки с американского Passat B5. Они отличаются тем, что крепятся двумя болтами. Кстати, в этой клапанной крышке есть резьбы для их крепления. Черновато у нас тут, по ходу масла долго не меняли, но распредвал у нас визуально очень даже хороший. Выпускной распредвал приводится в движение зубчатым ремнем, а впускной распредвал от выпускного цепной передачей. Примерно с 2000 года на двигателях 1.8 турбо внедрили оригинальный механизм системы изменения фаз газораспределения. Как такового фазовращателя здесь нет, а вот положение впускного распредвала относительно выпускного распредвала регулируется натяжением цепи. Для этого используется управляемый гидронатяжитель, то есть он меняет натяжение цепи и таким образом меняется расположение распредвалов по отношению друг к другу. А вот это типичная проблема данного двигателя. То есть масло может просачиваться через прокладку клапанной крышки, либо же через прокладку самого гидронатяжителя. Двигатель 1.8 турбо обычно не расходует масло. Маслосъемные кольца работают очень хорошо на протяжении многих тысяч километров. Но если наблюдается жор масла от турбины и системы вентиляции картерных газов в порядке, то следует обратить внимание на маслосъемные колпачки. Обычно маслосъемные колпачки дубеют здесь при пробеге в 300 тысяч километров. На протяжении всего выпуска блоки поперечных двигателей были всегда чугунными. Они взаимозаменяемые и выдерживают очень большую мощность. Соответственно, с ними практически никогда ничего не случается. Так и в нашем случае у нас все в порядке, хон присутствует и ни намека на задиры. Ладно, скажем честно, небольшая заполированность все-таки присутствует, но это мелочь. Здесь мы видим много отложений на стенках поддона. Естественно, здоровье мотору это не добавляет.
И частая болезнь этого мотора — засорившаяся сетка маслоприемника. То есть это может быть из-за того, что масло использовалось некачественное, либо же использовались некачественные дешевые фильтры. Также причиной засорения сетки маслозаборника является проблема в системе вентиляции картерных газов. При засорении снижается давление масла, о чем свидетельствует стук гидрокомпенсаторов, а также загорание сигнальной лампы на панели приборов. Также нередко из строя выходит и маслонасос. В любом случае дефицит давления масла приводит к задирам. Ну и как мы говорили, засорение сеточки маслозаборника приводит к задирам. Маслосъемные кольца закоксованы, по компрессионным кольцам вопросов нет, юбки немного потерты. И совершенно ожидаемо, что коренные вкладыши у нас тоже со следами износа. Коленвал у нас тоже изношен, в частности, износ на первой шатунной шейке ощущается на ощупь. Разборка закончена, и вообще мотор 1.8 турбо очень надежный и живучий, но требует к себе соответствующего внимания и хорошего обслуживания. Он действительно ходит по 400-500 тысяч километров, но головную боль вызывают подсосы воздуха и вентиляция картера. У нас впереди еще очень много интересных моторов, поэтому подписывайся на канал, ставь большой палец вверх, заходи на наши соцсети, заходи на наш сайт, покупай у нас только хорошие запчасти и помни, с тобой была компания АвтоСтронг.